Всем привет! Сегодня у нас с вами будет распаковка, и мы посмотрим содержимое набора для самостоятельной сборки от AVD Models. И модель, которую мы будем рассматривать, это современный сидельный тягач КамАЗ 54901. И подобная масштабная копия у костромского бренда продается в собранном виде. Она идет в коробке Model Pro, и грузовик представлен в двух вариантах окраски. Машина белого цвета, как раз которая изображена на лицевой стороне упаковки, и также я видел в продаже грузовик серебристый цвет металлик. И готовую модель не стал покупать. Было несколько причин. Во-первых, первая причина — это то, что модель сделана из полимера. Она очень хрупкая, и я боюсь, что она попросту не переживет транспортировку. И вторая причина — это довольно высокая цена. Все же модель в наборе будет стоить значительно дешевле, и по большому счету этот набор я взял в коллекцию ради спортивного интереса. Хочу посмотреть, из каких материалов сделан данный автомобиль, как он собирается, насколько у него упрощены детали по сравнению с западными аналогами. Например, это модель по картинкам уровня продукции Eligor. Но так ли это на самом деле? И здесь коробка довольно компактного размера, она уже оформлена в новом стиле. Написано, что это лицензионная модель в 43-м масштабе. И коробочка у меня не распакованная, впервые распакую на видео вместе с вами. Она еще в заводской пленке. И давайте снимем пленку, посмотрим, из чего состоит данный набор. И, возможно, здесь будет не хватать каких-либо деталей. Возможно, некоторые детали будут повреждены, не знаю. И буду это выяснять вместе с вами. И как раз можно посмотреть на содержимое этой коробки. Почему-то не хочет сниматься крышка, хотя ее ничто не держит. Как-то не очень продумана упаковка. На предыдущих моделях у AVD Models были чуть лучше коробочки. Там крышка легко снималась, а здесь как-то получается ее что-то держит. Не могу понять, что. Не хочется ее порвать, но все же это не самое лучшее решение. Получается, это просто обертка, а сама коробка здесь без каких-либо рисунков. Тоже странное решение, но что есть, то есть. И вот так выглядит данный набор для самостоятельной сборки. Здесь все детали находятся в отдельных пакетиках, и пакетики заклеены, чтобы детали не потерялись при транспортировке. Я их пока что не буду разбирать, а просто покажу вам сквозь прозрачную пленку, что здесь находится. Есть элементы для установки на раму. Также здесь есть два сиденья, другие детали. И, конечно, нужно будет посмотреть на инструкцию, потому что очень мелкие детали и сложно понять, куда они идут. Ну, вот это, например, зеркало заднего вида, насколько я понимаю. Давайте посмотрим на второй пакетик. Здесь есть рама, она тоже из эпоксидной смолы, панель приборов сверху. И также нижняя часть. Есть редуктор, топливные баки. Также некоторые детали срезаны с литников, а некоторые находятся на литнике. Нужно будет аккуратно убирать лишний облой и лишние подводные каналы для литья. И обычно такие детали я убираю небольшим гравером, ставлю насадку с отрезным кругом, и не пытайтесь их отрезать при помощи плоскогубцев, потому что бывает просто ломается хрупкая деталь. Также здесь есть детали из пластика, и я вижу
положили в комплекте покрышки. Металлическая ось, крепежные винтики. И при беглом осмотре качество этих элементов вполне приемлемо. Также здесь есть осветительная техника, это и габаритные огни, также задние фонари и передние фары. И, конечно, эти детали нужно самостоятельно покрывать разным лаком, оранжевым и красным. Но лак у меня есть, я обычно использую краски от Tamiya, также от Revell. Есть некоторые краски от Humbrol, но их качество оставляет желать лучшего. И, конечно, если вы на территории Российской Федерации, то продается краска от Звезды. Ее не пробовал, поэтому о уровне ее качества не могу ничего сказать. Далее здесь представлена кабина, напольное покрытие, другие элементы. Их положили, чтобы они, скорее всего, не повредились при пересылке. И пока что каких-либо поломок среди деталей я не вижу, но, повторюсь, нужно каждый пакетик открывать. Я пока что не хочу этого делать, потому что детали могут просто затеряться. И уже потом за кадром аккуратно все распакую и проверю на наличие брака. Также здесь есть еще большой пакет, в который сложено остекление, также детали ходовой части. Я вижу здесь передний бампер, он тоже пластиковый. Интересный нюанс. Кабина сделана из полимера, а бампер сделали из пластика. Рулевое колесо, боковые части. И довольно странно, почему здесь половина деталей сделана из пластика. Это ведь тоже удорожает производство масштабной копии. А, например, рама и кабина сделана из эпоксидной смолы. Ну, видимо, инженерам виднее, как изготавливать модели. Также здесь есть инструкция по сборке. Ее тоже здесь так плотно положили, что сложно вынуть из упаковочной коробки. Ну, в принципе, вот так должен выглядеть собранный автомобиль. Повторюсь, это модификация 54901. И я видел фотографии собранных моделей в интернете, и был очень красивый грузовик в ярко-бордовом цвете металлик. Возможно, если я когда-то соберусь делать такую модель из набора, я покрашу ее в похожий цвет. Вот так выглядят детали. Они все пронумерованы. Это поможет в их пересчете. И довольно большое количество мелких элементов. Так что можно сказать, это довольно сложная модель. И чтобы получить хороший результат, нужно приложить некоторые усилия. И напишите ваши комментарии, кто из вас собирал похожий сидельный тягач, что у вас получилось, нуждаются ли некоторые детали в подгонке. И я боюсь, как бы здесь некоторые элементы из полимера не дали усадку. И тогда будет сложно подгонять детали друг к другу. Например, бампер здесь из пластика. Если кабина даст усадку, она будет по ширине уже, чем передний бампер. И тогда уже я не знаю, что нужно будет делать. Потому что бампер перепиливать здесь, я думаю, будет не совсем возможно. Ну, возможно, все обойдется малой кровью. И вообще я взял, повторюсь, этот набор для изучения, потому что снимал краску с модели от Ласточка, также с модели от Model Pro, и там мне не очень понравилось качество полимера, очень рыхлый материал, и как раз попробую здесь провести некоторые манипуляции, чтобы выяснить, это везде такой материал или он становится таким после реакции с лакокрасочным покрытием. Ну, вот такой набор. У меня также спрашивали, где я его купил. Купил в онлайн-интернет-магазине. Нету смысла говорить в каком, потому что эти наборы быстро исчезают с продажи. Удалось его урвать. И пишите ваши комментарии, какие модели из набора AVD Models собираете вы.
И у меня на канале есть обзоры на другие наборы, которые я покупал годами ранее. Они тоже у меня находятся в несобранном виде. И эти наборы тоже, скорее всего, просто сохраню как частичку истории, чтобы рассматривать, из чего состоят модели и как они выглядят в разобранном виде. И пишите ваши комментарии, что вы предпочитаете: сборные модели или готовую продукцию, изготовленную в Китае. Поддержите этот видеоролик лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.